Всем привет! 17 июня Rockstar Games выпустил обновление Money Fronts, и сегодня мы поговорим, что не так с обновой в GTA Online. Точнее, я подобрал раздражающие моменты в свежем апдейте, как минимум лично для меня. Но если вы с ними согласны или нет, то жду от вас комментарий. Поможем Rockstar Games не допустить этих ошибок в GTA 6 Online. Данное видео не несет в себе цель сказать, что обновление плохое, а лишь заострить внимание на проблемах нового апдейта для нашей любимой игры. Я хочу похвалить разработчиков за то, что они привнесли больше улучшений в работу трассировки в обновленной версии GTA Online на ПК Enhanced. И в целом за их работу, ведь обновление получилось весьма даже хорошее и интересное. Надолго ли, это уже другой вопрос. И да, разработчики проанализировали столь долгое отсутствие подобного обновления для GTA Online через диалог Мартина Мадраса с нашим персонажем, где он сообщил, что странно, что банкир решил познакомиться с нами только сейчас. И первое, на что хотелось бы обратить внимание в теме этого видео, я просил техподдержку починить обучение в старой версии GTA Online. Рон не звал на знакомство с Тревором, из-за чего в дальнейшем было невозможно разблокировать выживание. Так как проблема оказалась достаточно серьезной, то она была передана разработчикам, которые работают над обновлениями в GTA Online. Но они решили поступить просто и сделали разблокировку выживаний со старта игры без выполнения старых условий. Так что лицезреть ту самую комическую касцену с Тревором я так и не смогу. Разве что начинать игру заново до тех пор, пока скрипт не сработает. Но будет проще обратиться к модам, чтобы посмотреть данную сценку. И, как подметил один из подписчиков, Rockstar случайно или намеренно удалили из игры возможность изменять рычаги передач в мастерской Бенни. Уже измененные также нельзя убрать или изменить. Вот присланные подписчикам скриншоты до и после. Я передал необходимую информацию Rockstar через фидбэк, а обо всех новостях по этому делу я буду делиться у себя в телеграм-канале. QR-код на экране и ссылка в описании. Так как обновление начинается с касцены, то стоит затронуть интересную информацию, которую можно там выцепить. Девушка, которая вышла с самолета банкира Файбера, упоминает покупку дома. А учитывая, что в файлах игры нашли упоминание нового агентства недвижимости и в капельной подаче есть места стройки на холмах Вайнвуда, то это можно считать как намек на зимнее обновление. А теперь расскажу про мойку. Отправился я, значит, отогнать подозрения с нее, забрать машину клиента для доставки на автомойку и обратно. И что меня встретило на месте его парковки? Хозяин дома приехал и решил протаранить машину. А вы тоже заметили, что в целом трафик сходит с ума с выходом каждой новой обновы, но потом приходит в норму, или это так кажется? Рубрика «Интересные факты». В автомойке можно мыть машины других игроков. Если вы не покупали данный бизнес, то помывка будет стоить 15 баксов, а если приобрели, то бесплатно. Также теперь можно отмыть даже чистые автомобили, до этого только грязные. Если отобрать у игрока свое транспортное средство во время мойки, то его выгонят из машины только после окончания процесса, при этом заранее уведомят его об этом. Но машина не отмоется. Кек. Если встать на пути чистки авто, то вам ничего не будет. Ничего вас не прижмет, ничего вас не сдует. Разве что персонажа помоете. Также я заметил, что в новых заданиях полицейские какие-то более лайтовые. Розыск спадает гораздо быстрее, а иногда они притормаживают, давая возможность скрыться легче от погони. Интересно, это баг или фича? А вы заметили графическую недоработку в обвесе для переднего бампера Анис Харди? Хотя, возможно, нет, ибо эта машина больше популярна как дрифт-такси, но суть заключается в прохождении через текстуры поверхности, что в целом не создает чего-то проблемного, так как, к счастью, он не цепляется за текстурки. И если говорить про халтуру, то в пятом задании на Файбера, когда найдете GJ, обратите внимание на текстуры под ним. Rockstar халтурно разместили низкополигонное полотно с кровью, где даже видны границы с нормальной местностью, и погружается на обычную поверхность низ обуви. Хорошо, что Rockstar достаточно оперативно пофиксили баг с засчитыванием бонуса в этом задании, а то я бы и это упомянул. В отмыве денег, где нужно было притворяться инкассатором,
Я обратил внимание на кривую метку возле одного из отделений банка Флиса, из-за чего пришлось сдать назад, ибо, оказывается, нужно было не подъезжать к управляющему, но игра мне об этом не сразу сказала. А вот еще какую халтуру обнаружил. При доставке машины для разбора в утильцах через автомойку нам сообщают, что нет места для разборки данного авто, а значит, данное задание не даст дополнительный доход на предприятие. Но зайдя внутрь, я обнаружил, что оба домкрата свободны. Кругом обман. А во время отвода подозрения турагентства, под конец экскурсии, один из неписей решил сократить путь к возвращению в отель через задний вертикальный винт вертолета. Ох уж эти кривые метки маршрута. И что интересно, отмыв денег в ночном клубе, а за что Тони получает 10%? Якобы за отмыв прибыли с продажи товара со склада, мол, его доля. Да, я знаю, что наш принц является клиентом Файбера, и похоже, он свою эту долю делит между ним. И именно в первом сюжетном квесте нового обновления мы помогаем ему в рамках задания от банкира. Ежедневный заработок автомойки растет. Изначально у меня было 30 тысяч в день, ибо приобретены все виды бизнеса, а к моменту записи материалов к видео поднялся до 32К с половиной. Интересный момент, который не продумали разработчики. Для максимального дохода ведь нужны, как я и сказал, все виды бизнеса. Но игроки, которые скупили 5 больших складов для спецгрузов, оказались в невыгодном положении. Им придется заменить за свой счет 2 таких помещения на средний и малый, если хотят получить все галочки в списках источников дохода для отмыва. Возвращаясь к первому заданию от Файбера, я удивился, когда покормил всех собак на данной миссии, а во внутриигровой ачивке отобразилось только 3 из 4. А ведь одна дома, а остальные на свалке, но первую почему-то в зачет не внесли. А оказалось достижение накопительное. И на втором заходе, после первой же покормленной собаки на свалке, платиновое достижение было получено. А еще был такой прикол. Нам чуть не заруинила стелс-враждебная машина, которая решила доехать от самого дома до свалки. И вот что я думаю. Почему в каждой обнове за игроками гонится целая толпа врагов? Как по мне, это нелогично, когда стащил какую-то дрель, причем иногда даже не нужную в самом подходе, но обязательную как подготовку, да, ограбление казино, а за тобой гонится пару боевых вертолетов и дюжину машин с спецназом, головорезами, которые жаждут тебя убить из-за дрели. А также появление врагов прямо из воздуха, как, к примеру, в третьем задании. Ну и в других заданиях в игре это тоже хорошо прослеживается, даже очень. Ну и, конечно, наша любимая, долгая болтовня по телефону, а задача не обновляется до окончания разговора. И гадай, можно туда пустить ракету или нет, провал. Но однозначно, что можно сделать и даже нужно, так это подписаться на мой канал и поставить лайк под это видео.